Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшие игровые кресла на 2024 год. Это большая подборка специально для тех, кто подыскивает себе игровое кресло. Сложновато остановиться на каком-то одном, когда рынок дает выбор сразу из десятков, а то и из сотни вариантов. Вот и я решил отобрать самое хорошее кресло, чтобы упростить вам поиск. Итого 8 разных моделей под разный бюджет и запросы. Для удобства разбил рейтинг по бюджету на две категории. Кресло стоимостью до 15 тысяч рублей, бюджетный сегмент, и кресло из премиального сегмента, где ценник конца не имеет. Но самое дорогое кресло в этом рейтинге стоит в районе 70 тысяч рублей. Просто вам для понимания, чего ожидать от топа. Поэтому вы сможете просто ознакомиться с теми креслами, что находятся в этом рейтинге, и уже решить, на каком остановиться. Чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы, а с вас лайк и подписка на канал. Ну что, поехали! Начну с недорогих кресел до 15 тысяч рублей. На 4 место я поставил самое бюджетное кресло GameLab Nomad. За 5-6 тысяч рублей многого не ожидайте. Но, например, ребенку или подростку такое кресло в качестве первого можно рассмотреть. Взрослому, я думаю, не сильно понравится. Тут дело в размерах. Кресло совсем небольшое. Сиденье в ширину 32 см, глубина 59 см, высота спинки 76 см, если замерять от сидения. То есть человек ростом ниже 170 см и компактной комплекцией еще может попробовать уместиться, но больше уж точно нет. Плюс ограничение по весу. Тут стоит газлифт 3-го класса. Он выдерживает до 80 кг. Испытывать судьбу и проверять на прочность уж точно не стоит. Рама у кресла металлическая, это несомненно плюс. Но перегружать большим весом тоже не надо. Ему же как-то подниматься и опускаться еще надо. Кстати, это единственная регулировка в кресле. Сама спинка никак не регулируется, не откидывается и вместе с сиденьем не качается. У нее есть только одно положение. Не самый приятный момент. Тем, кто любит развалиться в кресле, точно такое не подойдет. Но если сконцентрированно и хотя бы немного правильно сидеть, то никакого дискомфорта не ощущается. Даже наоборот, осанка поддерживается. Тем более, что кресло само по себе мягкое. Внутри самый простой поролон. Еще в комплекте идет подушка под поясницу и подушка под голову. Поэтому оно не ощущается просто деревянной табуреткой. Обивка у кресла из эко-кожи. Само собой требует аккуратного использования и ухода. Но можно и не заморачиваться, но тогда оно просто потрескается через 2 года и превратится в кашу. Это уже на ваше усмотрение. На 3-м месте Chairman CH571. Еще один компактный вариант, тоже скорее для подростка. Но только главное его отличие в материалах. Тут и спинка, и сиденье сделаны из сетчатой ткани. Очень классная тема на лето. А то в кожзаме действительно не каждому приятно сидеть по понятным причинам. Хотя некоторые вообще не видят в этом проблемы. Но для кого-то сетка, наоборот, приоритетный фактор при выборе. А так, у этого кресла немного покороче получается спинка, 68 см, но по ширине сиденья 45 см, за счет того, что нет никакой боковой поддержки. Хотя при этом в комплекте не идут никакие подушки. Но это не то чтобы сильно страшно. Намного больше удобства создает откидываемая спинка. Конечно, полностью в горизонтальное положение она не наклоняется, но просто удобно сидеть в развалочку или покачиваться, пожалуйста. Более того, есть даже выдвижная подставка для ног. Ну чем не бизнес-класс? Своего комфорта добавляет, особенно после долгих каток одной за другой. Газлифт тут стоит того же класса. Но это кресло выдерживает больший вес, 120 кг, поэтому есть неплохой запас. Кому-то на вырост, так сказать. А в общем, нет такого, что оно сильно прочнее. Крестовина пластиковая, это само собой. Рама внутри металлическая. Остальной пластик самого обычного качества. Вообще не исключено, что спустя пару недель использования где-нибудь что-нибудь заскрипит. Все-таки кресло недорогое. Поэтому, возможно, придется приложить руки и немного смазки. Но на фоне сетчатого материала, подставки для ног, свободного сидения и откидывающейся спинки, за такие деньги я бы пошел на компромисс. Лишь бы сидеть удобно было. Ну и на 2-е место я поставил Defender Pilot. Это кресло уже более приличных размеров. Тут и спинка высотой 79 см, и сиденье шириной 54 см. Толком нет никакой боковой поддержки. То есть любой взрослый ростом под 185 см и весом до 100-110 кг уместится свободно, не говоря уже о подростке-шестикласснике. Так и по высоте, и по ширине все отлично вмещается. В комплект входит и подставка для ног.
ног тоже так выдвигается, как в прошлом Chairman. Но она будет полезна как раз максимум для небольшого роста, сантиметров до 170. Дальше просто бессмысленно закидывать ноги, так как все равно удобно не лягут. Впрочем, не так страшно. Кресло все-таки для гейминга, а не для релакса. Тем не менее, удобство все равно никто не отменял. Поэтому для минимального отдыха спинка откидывается на 135 градусов. Плюс есть подушка под поясницу и под голову. Их тоже можно регулировать как удобно лично для себя. Также подлокотники с мягкой накладкой и регулировкой по высоте. Поэтому даже за целый день, проведенный в играх, ни спина, ни пятая точка, ни шея, ничего не болит. Пятая точка разве что вспотеть может. Все-таки тут не сетчатый материал, а эко-кожа. По качеству к ней особо придираться нет смысла. Эко-кожа как эко-кожа. Если бережно относитесь, то и прослужит дольше. А в остальном металлическое основание, пластиковая крестовина и другие элементы. Скрип полностью исключать тоже нельзя. В любой момент может потребоваться смазка, но в бюджетном сегменте по-другому и не бывает. Главное, чтобы сидеть удобно было, а остальное поправимо в случае чего. Ну и на первом месте стоит Zombie Neo. Оно закроет подборку бюджетных моделей стоимостью до 15 тысяч рублей. Хотя по факту кресло стоит около 11 тысяч, как и прошлый Defender. Но неважно. Они, кстати, очень похожи. Есть буквально пара отличий. Поэтому если Defender вам чем-то не зашел, можете рассмотреть этого зомби. Сам чехол кресла тут тканевый. То есть не эко-кожа, не сетка, а именно просто ткань. Без всяких выдумок и добавок. Продуваемость, конечно, не такая классная, как у сетки, но сильно лучше, чем у эко-кожи или какого-нибудь кожзама. Поэтому в некоторых катках может быть жарковато и даже потно, но все в пределах нормы. А так, ткань вполне приличная, без торчащих ниток, с ровными швами и тактильно мягкая, приятная. По размеру кресла практически ничем не отличается от прошлого Defender. У него спинка высотой 78 см, сиденье шириной 54 см. Разве что само кресло выше на 10 см. Поэтому для высоких людей ростом около 190 см этот зомби отличный выход при небольшом бюджете. Оно также наклоняется вплоть до 150 градусов, уже ближе к полностью горизонтальному положению. Нет выдвижной подставки для ног, но, как мы уже выяснили, не так уж сильно она и нужна. А вот регулировки подлокотников не хватает, однако, хотя бы по высоте. Но не в этой модели, поэтому как есть, так есть. В сухом остатке мы имеем вполне приличное кресло для крупных людей высокого роста с откидывающейся спинкой, двумя подушками в комплекте и приятным качественным чехлом из ткани. И все это за адекватные деньги. Как по мне, достойное завершение бюджетной подборки. Теперь можно и на варианты подороже посмотреть. Теперь перейдем к креслам премиум сегмента. Здесь 4 места, на последнем Andasit Phantom 3. Оно самое бюджетное в этой категории. Поэтому, если хочется кресло, приближенное к премиум сегменту, как минимум вы можете рассмотреть это Andasit. Оно полностью тканевое, как и прошлый зомби. Вот только разница между ними колоссальная. Через экран, само собой, никакого отличия не видно, но чисто по тактильным ощущениям у Анды ткань просто на голову выше по качеству. На такой сидеть поприятнее, да и прослужит дольше. Хотя в жаркие дни все равно не хватает вентиляции, как у сетки. Но это уже смотрите сами. При этом само кресло по размерам подойдет взрослому человеку ростом максимум около 180-185 см. Высота спинки 82 см. Ширина сидения 51 см. По максимальному весу производитель рекомендует не превышать 90 кг. И хоть тут стоит газлифт 4 класса, который способен выдержать до 150 кг, все-таки лучше не экспериментировать и прислушаться к совету. В целом кресло крепкое. Металлическая рама, плотный пластик. По ощущениям тоже совсем не такой, как в бюджетном сегменте. Даже крестовина металлическая. При этом все хорошо собрано. В кресле ничего не люфтит, не скрипит. Разве что подлокотники. Но это из-за регулировки по высоте. Поэтому по материалам тут действительно все на уровне выше по сравнению с бюджетным сегментом. Все это влияет на комфорт. Другой наполнитель, эргономичная форма спинки и сидения. Плюс наклон вплоть до 165 градусов. Даже подушки тут отличаются эффектом памяти. Поэтому играть в таком кресле часами вообще не проблема. Но, конечно, это другой уровень бюджета. Третье место за еще более дорогим креслом – Arrozi Vernaza. И вот уже с этого момента особые ценители и любители качества, комфорта могут всерьез рассматривать кресло к владению. Первое, что сразу хочется отметить – качество исполнения. Кресло выполнено из очень приятной на ощупь ткани, причем такой, что даже практически не потеешь при длительных посиделках. Хоть и какой-то особенной вентиляции тут нет, поэтому в жаркие дни пот все-таки исключать нельзя. Крестовина также сделана из металла. Не скажу, что лично для меня это приоритетный параметр, так как подо мной еще ни разу не ломалась пластиковая. Но знаю, что большинству хотелось бы металлическую крестовину, которая внушает больше доверия. Газлифт тоже 4 класса. Выдерживает
выдерживает порядка 145 кг. Производитель конкретной цифрой не ограничивает, но, думаю, лучше не превышать 100 кг. Хотя тут тоже вопрос. Высота спинки 86 см, а ширина сидения 44, то есть все равно не каждая пятая точка с легкостью поместится. И тем не менее, если вместится, то ощутит реальный комфорт. Есть поясничный упор, подушка под шею, спинка наклоняется на все 165 градусов, мягкие пластиковые подлокотники регулируются по высоте, вылету вперед-назад и повороту. Много что настраивается индивидуально под себя, и ни спина, ни шея не будут вам напоминать о том, что зря сэкономили. А уж раздражающий скрип пластика и подавно. Хотя единственное, что реально не понравилось, пластиковые заглушки по бокам. Ну, из такого простого материала сделаны, что аж стыдно. Благо, они стоят себе спокойно и не раздражают. Второе место занимает Thunder X3 Core. И это, мне кажется, одно из самых эргономичных кресел среди всех в рейтинге. Есть у него особенность – адаптивная поясничная опора. Это такая подвижная подушка, которая подстраивается четко под вашу осанку. Технология называется Core Dry 360 Tech. Кресел с чем-то подобным я еще ни разу не встречал, поэтому вряд ли получится найти что-то аналогичное. Здесь еще регулируется сиденье. Его можно выставлять по высоте и по глубине вылета относительно спинки. А уж о подлокотниках я вообще молчу. Они во всех трех плоскостях вертятся. Плюс сиденье и спинка откидывается на 165 градусов. Да, нет возможности поставить спинку полностью в горизонтальное положение. Но момент спорный, так как далеко не всем захочется лежать в кресле. В любом случае, это вообще не отнимает у кресла его адаптивность и универсальность. Вот прям действительно можно покупать не примеряя, так как все настраивается индивидуально под каждого человека. Да и по росту с весом особых ограничений нет. По высоте спинки и ширине сиденья это вообще самое габаритное кресло в топе. 91 и 55 сантиметров соответственно. Выносливый газлифт 4 класса. И получается, что сюда свободно поместится даже крупный мужчина весом под 120 и ростом около 190 сантиметров. Знаю, что у таких богатырей частые проблемы с выбором нормального удобного кресла. Поэтому вот, как вариант, такой Thunder, за которым реально удобно проводить время. Спорный момент, по моему мнению. Чехол из искусственной кожи. К ее качеству вопросов нет. Швы ровные, материал износостойкий, набивка мягкая. Но за такую цену хотелось бы настоящую кожу. И если вы в поисках именно серьезного кожаного кресла для гейминга и всего остального, могу предложить Noble Chairs Hero. Тоже приличная по размерам, лишь на пару сантиметров меньше прошлого. Сиденье в ширину 52 сантиметра, спинка в высоту 89 сантиметров. Газлифт такой же, поэтому максимально доступная нагрузка не изменилась. До 150 килограмм. При этом у кресла нет такой адаптивно-поясничной опоры, да и сиденье не регулируется по высоте. Есть только 4D подлокотники, которые двигаются как удобно, и спинка, которая откидывается на 125 градусов. Кстати, откидывается именно спинка, не так что вместе с сиденьем. Вместе с сиденьем кресло только качается. Может, для кого-то это важный момент, поэтому уточняю. В общем, в плане регулировок оно поскромнее прошлого Thunder, но сидеть в нем все так же приятно и легко. Тем более, что кожаный чехол продуваемый. Есть специальное отверстие для прохождения воздуха, поэтому в жаркую погоду к креслу не прилипнете. Остальные элементы также продуманы. Кресло нигде не люфтит, не скрипит, страшных звуков не издает. Сборка на высшем уровне. Ну, если только владелец может что-то неправильно собрать или не докрутить. А так, ничего в нем не раздражает. Единственный минус – цена. Да, это самое дорогое кресло в рейтинге. Но если оно вам уж очень понравилось, есть еще варианты с чехлом из искусственной кожи и чехлом из ткани. Они выходят дешевле. Поэтому хорошенько подумайте, подойдет ли вам такое кресло, и берите, не сомневаясь в качестве. А если нужно как можно больше всяких регулировок, в те же деньги выходит прошлое Thunder X3. Так что думайте. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и в закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.